было добраться до Монтаны. И навигатор показывал, что ехать 9 часов. Так вот, где-то 5 часов я ехала по пустыне. Это, знаете, когда по прямой. Вообще вот ничего не меняется. Тупо пустыне, тупо прямо ехать. Вот. Потом началась красота, когда я попала в Айдахо. И вот сейчас я уже в Монтане. То есть мне осталось 2 часа еще ехать до точки, где я собираюсь остаться на ночь. То есть план выполнен практически. Здесь невероятная красота, настоящая осень. Но холодно невероятно. Было днем где-то 14, но в основном я ехала плюс 10. То есть прогревалась до 14, утром плюс 4 было. Такая вот красота. Настоящая осень. Отель какой-то, заправочка. Сейчас заправим мотик и еду дальше. Так, я добралась до точки, на которую очень хотела попасть. Это Бизон Ранчо. И я надеюсь встретить здесь бизонов, хотя я уже встречала в Йеллоустон. И бизон проходил прямо мимо моего мотоцикла. Это вот просто оленьи рога, как я понимаю. И вон там вот виднеются горы, в которые я поеду завтра. Я очень надеюсь встретить бизона. Мне кажется, это очень классно. Тем более здесь их будет много. Да, это оленьи рога. То есть ломаются и понемножку отрастают. Блин, реально это рога, но они как дерево. Почему так? Обалдеть. Прикольно. Как он лохматый. Господи. О, горностай? Я не уверена. Господи, но голова мощная. Короче, это все я могла бы увидеть, но оказывается на мотоциклах сюда не пропускают. Что бизоны дикие и неизвестно, что они могут натворить. Поэтому немножко я разочарована. Вот. Dust it off and I fall down 11, I get up 12, don't need nobody else. Yeah, I can say... Это самое чистое озеро в Америке. Безумно красивое. Так, вчера вечером я добралась до Монтаны и увидела прекраснейшее озеро, поэтому решила остаться здесь еще на день.
И сегодня в планах доехать до озера Макдональд, оно совсем рядом, буквально час, взять там лодочку или каяк, поплавать, насладиться моментом. Правда, очень холодно. Днем должно прогреться до плюс 14, но я не уверена. А утром проснулась, было плюс 1, причем у меня в мотоцикле в кейсе я оставила очистители для мотика и другие вещи, и, короче, это все замерзло, и утром приходилось это догревать, чтобы почистить, помыть мотик. Вот. Еще в планах сегодня похайкать до озера горного и идти туда 2 с чем-то мили, да. Так что, в принципе, там хайк легкий, думаю, я справлюсь. Ну и еще немного погулять по городку, поснимать на дрон, потому что осень настоящая, знаете, безумно красиво, и хочется сегодняшним днем насладиться, потому что у меня послезавтра в планах 12 часов пути пересечь Монтану, добраться до Южной Дакоты, до первой точки, которую я хочу увидеть. Хотя нет, я еще в Вайоминге одну точку поставила, а потом уже в Южную Дакоту. С мотика я сняла сегодня верхнюю сумку, оставила 2 кейса, потому что, в принципе, все места, которые я буду смотреть, они все рядом, далеко ехать не надо, поэтому я все ненужное оставила в отеле. Вот мой мотик. Мне разрешили его поставить прямо около отеля. Вот вход в отель, и вот мой мотик. Сейчас буду одеваться и ехать дальше. Итак, въезд в парк стоит с одного мотоцикла $30. Это плюс-минус во всех национальных парках одна и та же цена. А с машины $35 берут. Но у меня есть вот такая вот карта. Ее можно, в принципе, купить либо у них на сайте заказать, либо на въезде. Она, естественно, дешевле выходит, если вы много путешествуете. Она годовая, и это очень удобно. В принципе, не нужно тратить время на оплату и так далее. Просто остановился, показал карту и поехал дальше. Короче, я везунчик, мне повезло, я успела. Это был последний каяк, который можно было снять на 2 часа. Действительно, последние 2 часа, которые сдавались каяки, потому что все, сезон закрыт, и эти все каяки даже убрали уже, не катили ее обратно на воду. Так что я сейчас наслаждаюсь моментом, осуществила свою мечту, поплавала на каяке на озере Макдональд. Смотрите, какая красота. Еще и осень. Осень невероятная. Hey, babe, I just wanna know what you think about me when the summer's over. Hey, yeah, it's been a blast. I still remember even after October. And when the winter falls, just think about me and I'll keep you warm. The seasons have changed.
butterflies flying when you're wrapped in the moment. One more night, just follow me home. Tell me about all of your dreams. Just wanna know you. Let's pretend like the world ends today, 'cause tomorrow you'll be miles away. Короче, ребят, я добралась до национального парка, до вершины. Посмотрите, какая здесь красота. На дроне летать, к сожалению, нельзя. А еще здесь льдины, понимаете, много водопадов, и они все замерзшие. Я думаю, где-нибудь остановлюсь, сниму лед, поломаю. Забыла это ощущение. Короче, сейчас иду хайкать на озеро. Видела какой-то трейл коротенький. Холодно, решила даже шлем не снимать и пройтись днем, посмотреть на эту красоту. Со стороны видно, что здесь очень голубая речка. Да, она аж зеленого цвета. Вау. Ух ты. Вот это краски. Да. На красоту посмотрела. Едем дальше. Подала свой мотоцикл на ТО, потому что я проехала уже 6000 миль, и мне осталось до ТО буквально 600 миль, поэтому я решила раньше немного сделать, а шины поменяю уже где-нибудь в следующем городе ближе к Нью-Йорку, возможно, в Чикаго. И вот смотрите, какая специфика, да, в Монтане здесь, я не знаю, как это называется, наверное, это цепляется к кроссовым мотикам, и как на снегоходе люди катаются. А еще мне безумно понравились вот эти вот сумки. Мне кажется, они такие удобные. Прям круто. И еще я никогда не видела такой мотоцикл. $10 000. Итак, я приехала к ребятам в BMW, забрала мотоцикл, сделали мне сервис, вот, получила чек и сделали мне сигнализацию. Просто нажимаю на кнопочку, все работает, охрана есть. Приехала я в буддийский храм, и смотрите, как здесь все интересно устроено. Самое главное, очень красивое место, прям в горах. Пока у меня маленький перерывчик, хочу вам рассказать интересные факты о штате Монтана. Во-первых, здесь очень интересные номерные знаки. Для сравнения, в Калифорнии популярны обычные белые, либо черные, либо кто-то делает парк Юсемити. Здесь же просто насколько хватило у человека фантазии, настолько вот он и разгулялся. У кого-то лошадки, у кого-то медведи, кто-то озеро. Вот, то есть номерной знак, да, и рисунок под номером абсолютно у каждой машины разный. Мне было неловко ходить около машин, делать видео, но думаю, это в открытом доступе. Если вам интересно, вы можете загуглить и посмотреть это. Во-вторых, здесь очень высокое ограничение скорости по сравнению с другими штатами. Для сравнения, в Калифорнии 65 максималка, а здесь 80. Вы понимаете, я ехала ночью, было плюс
+4, +5, смотря где, кое-где даже +6. И я ехала 75 максимально, потому что было очень холодно, и, конечно, 80 ехать не хотелось. И в-третьих, здесь разрешено ездить без шлема. Поэтому я уже несколько ребят встретила в футболочке, без шлема, несмотря на то, что уже холодно. Сейчас начало октября, ночью заморозки, -4. Я утром недавно проснулась, было -4, я ждала, пока хотя бы к обеду было +6. Немножко распогодилось. Поэтому было удивительно встретить людей без шлемов, в футболочках. Думаю, настоящие американцы, закаленные. И, кстати, здесь безумно добрые люди. Ко мне просто подходят, предлагают сделать фото для меня, оставляют записки с номерами, то есть если мне нужна будет помощь, чтобы я обратилась или еще что-то нужно, кто-то приносит записки с названиями городов и мест, куда мне нужно поехать посмотреть. Вообще, это очень мило, очень классно.